текст, лишь потом на текст. Это и есть тот принцип. И могла бы, наверное, выспаться и погулять. 50% вероятность мы можем говорить. И мы не очень вовремя поняли, что стоило бы записаться. Скажите ау. Ау. Вы не можете говорить ау. Это некрасивый вес. Некрасивый внутри, супер какой-то административный. Всем привет, меня зовут Кристина, вы на канале Кристин Долинс, и сейчас я начну свою неделю учебы в вышке с того, что еду на ХСРАН. Это организация, которая занимается сами студенты вышки, и она направлена на то, что ты как бы участвуешь в конкурсе с малознакомыми людьми, и через всякие ребусы, достаточно сложные, должен ехать на локации по Москве, и чем быстрее ты доберешься до них, тем больше баллов ты получишь, и есть вероятность выиграть классные призы. Я сейчас иду в корпус университета, где я никогда раньше не была. Я почитала, что это корпус гуманитарных наук. Здесь прикольно, что железная дорога вот так проходит. Вот. Но я здесь раньше когда-то давным-давно гуляла. И интересно зайти внутрь, потому что только мимо проходила. И раньше только когда мечтала поступить в высшую школу экономики, видела это. Но у меня тоже как бы скорее настрой не то, чтобы выиграть жестко, а просто типа день провести прикольно. Блин, здесь очень классно. Да, это правда. Прикольнее, чем даже на Хитре. Сначала мы скептически отнеслись к этому корпусу, но в итоге он был очень красивый, и там было много активностей от монополии до, например, плетения из бисера и составления браслетов. Также было много украшений, вот от этого зеркала до фирменных флажков и даже тыквы. И все вокруг было просто наполнено эстетикой, потому что везде играла музыка, даже было выступление стендапа, бесплатная еда, и чувствовалась прям активная студенческая жизнь в этом всем. И вот мы решили начать выполнять задания, ради которых мы пришли. Мы нашли место, где будем сидеть и разгадывать ребусы, они были очень сложные. Я родилась в Москве, но здесь было немало мест, которые я вообще не знала, и вот как это выглядит на карте, нам все надо было посетить. Сначала мне было немного страшно, так как я не знала большую часть команды, с которыми я играла, но в итоге мы вместе провели время просто замечательно, увидели очень много красивых локаций, нам еще супер повезло с погодой, я считаю, все было супер. Уже понедельник, началась новая неделя учебы, и мне кажется, что вышка своим постепенным порогом вхождения в учебу немного меня разбаловала, потому что я сейчас просто иду на единственную пару очную на этой неделе. Конечно, так не всегда происходит, но вот на этой неделе буквально так и будет. Я безумно не хочу идти на нее, потому что мне уже лень. Это так странно, учитывая нагрузку того года. Но у нас сейчас, в общем-то, будет другой корпус, куда мы обычно вообще никогда не ходим. Возможно, это тоже влияет. Единственное, что я не сделала, так это не накрасилась абсолютно. Я очень хочу спать, чисто по традиции. И иду на пары по креативной презентации информации сейчас, где мы будем проходить, как делать презентации. Раньше я постоянно здесь ходила и мечтала, что буду учиться именно в этом корпусе. Это просто была топ-цель. Я рассматривала здесь кафе, я представляла, что после пары буду ходить именно в них. А в итоге я расстраиваюсь, что иду в этот корпус, потому что мне кажется, что он самый некрасивый внутри, супер какой-то административный, чужой для меня. Вот так выглядит этот корпус. Я просто не особо люблю желтые стены и вот такие прям темного цвета деревья. У меня ассоциация с каким-то жестким офисом. Здравствуйте. На текст, лишь потом на текст. Это и есть тот принцип. Значит, от этого есть рекомендуемые размеры Кеглина. Я подумала, что просто не успею. Ну, то есть я буду... Предмет, конечно, просто скучнейший.
будущее, я даже не знаю. Тут просто какая-то информация, которую все, мне кажется, уже знают, про веселые предлоги, про заголовки. Прикольно было составлять про Netflix что-то, но как будто все равно это не стоит того, чтобы выбираться из дома и так далеко ехать. Не особо понимаю, чему можно научиться здесь, на этом предмете, но как будто бы я ценю, что сейчас очень легко, потому что я вспоминаю, как было трудно в том году, и стараюсь цепляться за то, что сейчас у меня есть время на отдых, просто деградацию, которой как будто иногда реально не хватает. Мне сейчас так тяжело учиться, несмотря на то, что нам пипец как мало задают. Я просто пытаюсь отвлечься на любое дело. Я хочу перебрать, перемыть всю квартиру, переделать все дела. Отвлекаюсь на любую мелочь. Например, я смотрю одно видео и говорю, что это последнее. Потом такая, ну хотя вот еще одно, это точно будет последнее. И нет, это не становится последним видео. И в итоге я снова что-то смотрю и оттягиваю то, чтобы мне нужно начать делать дела по учебе. А ведь они вообще легкие. Сейчас, например, мне нужно всего лишь прочитать и законспектировать для себя текст. Нам задали читать достаточно интересную статью, где я узнала, что раньше кино и литература воспринимались зрителем как что-то более интерактивное, чем видеоигры. Потому что раньше в видеоиграх не особо были прописаны персонажи, у них была не слишком явная мотивация, без каких-то уточнений. И человеку было сложно соотнести себя с этим героем. Книжку, фильм, что угодно, вы так засчитывались, засматривались, что теряли связь с миром. Включение вот из произведения и растворение в нем. Послание, а послание в новой технологии. Смотрите, вы оказались в лесу. Но это не интерактивный лес. Попробуйте что-нибудь сделать. Ну, шаг вперед для начала. Тут нельзя, да. Вы не можете ходить. Это не интерактивный лес. Скажите ау. Ау. Вы не можете говорить ау. Это не интерактивный лес. Здесь очень много людей в очень некрасивой столовой. Я просто спросила какую-то рандомную преподавательницу, где можно попить кофе недалеко отсюда, потому что я знаю, что здесь есть рядом серф, но у меня просто нет столько денег сейчас. И она очень мило посоветовала мне несколько мест, я сейчас буду пробовать, короче, да. Просто это, знаете, не то чтобы я это воспринимаю как свое место здесь. Я здесь ничего так толком не знаю, я была здесь много раз, но не знаю это все идеально, так же, как по Кру, например. Взяла кофе в «Правда кофе». Я часто слышала об этом месте, и я не очень уверена, что здесь самый лучший кофе, но я решила взять сроком, чтобы точно не оплошать и не прочувствовать, если он плохой. Самое оно. У нас сейчас очень много кто болеет, и меня немного напрягает это, потому что мне вообще не хотелось бы сейчас слечь с температурой. Я не хотела тратить деньги на кофе, но я решила, что это лучше, чем если у меня будет болеть горло, я просто прогрею его, потрачу лишние 150 рублей.
У нас сейчас прошла пара по нарративным играм. Мы разбирали эту статью, что читали дома. Мы, опять же, разбирали все это на примерах того, во что играем мы. Было достаточно много интерактива с этим выводом веса. Прикольно, вообще прикольно было. Так что единственное, что мне до сих пор не нравится, что мы занимаемся в этом корпусе, где не хочется ни в столовую, ни в туалет ходить. Но в итоге там еще не включаем механизм. Поэтому если очень холодно, просто все мерзнут и хотят скорее уйти из корпуса, либо там. Сейчас мы изучаем, как сделать продающие презентации и правильно расположить все элементы дизайна в ней. При этом нам сказали сделать это все от руки, чтобы отработать навык эскизной такой визуализации. Я перепутала дни недели и была уверена, что сегодня я приду и буду собирать лего с мужем, но в итоге оказалось, что завтра уже среда, и завтра мне нужно идти на пару, где будет важное задание, которое весит пол-оценки. То есть то, какую оценку я получу за это задание, будет уже являться половиной от всей итоговой оценки за этот предмет. Казалось бы, задание не очень сложное, но тот факт, что оно весит половину от всей оценки, очень испугал меня, и я просто перечитывала всю информацию, что у нас была по этому предмету, и нужно было сделать вот такие слайдики. Меня удивляет, что мы должны писать это от руки. Сначала, честно говоря, мне казалось, что это разумная идея, так как это что-то, что нужно быстро накидать. Но в итоге, пока я это писала, моя рука так устала, и это было так долго, что, мне кажется, я бы сделала это быстрее на компьютере или телефоне. Надеюсь, что задание не будет оценено ниже 8, потому что я безумно устала. Я хочу спать. Уже 3 часа ночи. И завтра мне рано вставать на эту пару. После вчерашнего задания я прям словила такой вайб учебы прошлого года, потому что, мне кажется, весь прошлый год примерно так все и происходило. Что меня сегодня радует, сонную, так это то, что я наконец-то учусь в своем корпусе, родном, любимом на Покре. Наш график отличается не от этого. Такого не может быть. Поэтому мы всегда строим от нуля. Отражается значение. Зачастую такую ошибку вы можете увидеть на видеовизуализации, а это как бы негласные правила визуализации, которые были установлены. Короче, я не особо понимаю мотивацию, зачем я пришла сегодня в университет, потому что я думала, мы будем разбирать задания, и у нас будет возможность исправить ошибки, потому что это задание весит очень много. Но в итоге мы просто строим график, причем на Excel, которого у меня нет. Я все это время пыталась его скачать, и пока я просто сижу в соцсетях и могла бы, наверное, выспаться и погулять. Знаю, насколько вам это интересно, но вообще это навык, мне кажется, приведения в порядок и это та же самая информация, разбита на 2 слайда, и выглядит довольно хорошо и понятно. Я очень долго ждала книжку на английском, потому что у нас будет экзамен в вышке по типу IELTS. Я заказала еще в августе ее. По рекомендациям взяла уровень пониже, чтобы прям хорошо, легко читалось. Она стоила не очень дорого по сравнению со всеми ценами. Она шла ко мне из Китая. Созерцательные, когнитивные или аффективные экспозиции, гость, который будет проходить по залам, может даже задаться вопросом. У нас сейчас идет первый из 2 за сегодня семинар, где мы уже развиваем наши тэпы. Напоминаю, что это тематика экспозиционный план, где мы выписывали разные характеристики экспозиции, год создания, материалы, автор и так далее. Проходили, что такое тэп, тематика экспозиционный план.
Это, по сути, такая таблица, куда вносятся основные характеристики объектов искусства для выставки. Сейчас мы развиваем из этого собственную концепцию выставки, где расписываем тип выставки и почему он такой. То есть, например, у нас это дидакционная выставка, направленная на образовательный, скорее, контекст какой-то. Благодаря знаниям, которые зритель получит, в конце он сможет сделать... У нас пока идет выступление разных групп, и мы не очень вовремя поняли, что стоило бы записаться. Но на самом деле я в этом вижу большой плюс, потому что сейчас мы слушаем какие-то ошибки других и доисправляем свою работу. Пока у меня есть время повторять какую-то информацию перед выступлением, потому что я испытываю стресс каждый раз, когда это происходит. Свет в зале будет приглушенным, точечно мы будем показывать, освещать именно работы. Эмоциях и чувствах, которые планируется, что будет вызывать наша выставка. Мы предполагаем, что выставка будет нацелена на, в первую очередь, чувство ностальгии по никогда не переживаемому. Сейчас нам пришли оценки по майнеру, и я немного волнуюсь. У меня даже есть какое-то сравнение по ощущениям, будто я смотрю результаты ЕГЭ. Я не знаю, как это связано, но почему-то в начале года я всегда волнуюсь перед оценками так, как будто бы воспринимаю это как какую-то основу и фундамент на весь оставшийся год. Я очень рада, потому что это получается, что я получила уже вторую десятку по майнеру, и как будто бы все идет хорошо. Я переживала, что в этом году я как-то очень плохо включаюсь в работу, то ли из-за того, что у нас достаточно мало пар, то ли я недостаточно отдохнула за лето, то ли не могу выйти из этого отдыха. Но как будто на самом деле я внушила себе это, раз все идет хорошо. Вот моя учебная неделя подошла к концу, но совсем скоро мы увидимся снова. У меня выйдет новый учебный влог, а также всякие видео, например, про мою депрессию, про подготовку к Хэллоуину и так далее. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, и я буду всех рада видеть здесь. Всем пока!